Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой нежный, элегантный узор, который сочетает в себе геометрию в виде ажурных треугольников и легкую волну, которая подчеркивает женственность обладательницы. Такой узор идеально подойдет для летних вещей, таких, например, как майки, топы, кофточки. Вот посмотрите, вот этот топ дополнительно еще имеет контрастную отделку, что тоже выглядит очень интересно и свежо. Отделку эту можно сделать или же вот первой половиной раппорта этого же узора, или же, как на модели, резинкой с укороченными рядами. И тот вариант будут очень интересно выглядеть. Также этот узор будет красиво выглядеть на всевозможных летних кофточках, кардиганах. Красиво будет смотреться джемпер. Подойдет для вязания шалей и палантинов. Для вязания такого узора подходит множество всевозможных видов пряжи. Это все виды гладкой пряжи, то ли это летняя хлопок, бамбук, лен и другие варианты, или же более теплые вискозные смесовые виды пряжи. Также будет хорошо смотреться это в мериносе или же в кашемире. Если вы захотите связать изделие с таким узором из мохера или кид-мохера, получится шикарная и изысканная вещь. Также можно здесь использовать легкую фантазийную пряжу. По толщине пряжи тоже может быть любая, от средней до самой тоненькой. Мой образец связан из пряжи джинс. Наверняка многие из вас вязали из нее, сталкивались. И, в принципе, в работе она очень простая, красиво выглядят изделия из нее. Единственное, для меня лично бывает такая моральная, скорее, сложность, это то, что она достаточно объемная до ВТО, потом она становится тонкой, стандартной ниточкой. Спицами я вязала этот образец номер 3. Вообще этот узор не привередлив к спицам, поэтому лучше их подбирать под пряжу, исходя из рекомендаций производителя данной пряжи и вашей плотности вязания. Итак, давайте теперь просто рассмотрим этот рисунок. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Он формирует достаточно явно выраженную волну. Если вы ее хотите спрятать, изделие, к примеру, будет у вас на манжете, и тогда это убирается шириной манжета. Манжет должен быть не менее 7 сантиметров, чтобы убрать такую волну. И с помощью ВТО. Рисунок при этом практически не деформируется. Вот так он будет выглядеть. Как у меня это формируется именно самим узором. Если же вы вяжете от горловины, то рисунок будет выглядеть вот таким вот образом. Тоже очень интересно и привлекательно. Так как здесь основу узора составляет геометрия, то и в таком варианте получается интересное изделие и красиво ложится рисунок. Изнаночная сторона этого узора выглядит вот таким вот образом. Раппорт данного узора составляет 20 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, поэтому я набрала 23 петли. 20 – это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Давайте начнем. Первый ряд – кромочная петля, и я начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, при убавлении вправо петли должны на спице расположены быть классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким вот образом одной лицевой петлей. Далее 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид. И далее мне нужно провязать 5 петель одной лицевой со второй центральной. Это можно делать двумя способами. Первый способ – это я переношу 3 первые петли на правую спицу, за работой поднимаю вторую и первую петли, а перед работой третью, простите, петлю, вот таким образом поменяла их местами, и провязать все 5 петель вот таким образом вместе лицевой. Возможно, кому-то будет так не очень удобно, потому что здесь очень много будет зависеть от пряжи и от инструмента, которым вы вяжете. Можно сделать это по-другому. Точно так же я сейчас возвращаю все петли на место. Точно так же первые 3 петли я переношу на правую спицу. Начало то же самое. Я первые 2 петли за работой поднимаю на левую спицу, а на правую третью петлю перед работой. Далее на нее же я надеваю первые 2 петли и еще одну петлю. То есть на правую спицу я перенесла 4 петли. У меня расположены они сначала 3-я петля, потом 1-я, 2-я и 4-я. А вот это 5-я петля. И я ее провязываю просто лицевой. Далее через нее я перебрасываю поочередно в обратной последовательности сначала 4-ю петлю, потом 2-ю, 1-ю и 3-ю центральную я перебрасываю последней, чтобы она была как бы сверху. И вот так это будет выглядеть в изделии. Вот 3-я петля будет расположена посерединке. Возможно, так будет кому-то проще. Итак, далее вяжем по схеме. Накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Хочу обратить ваше внимание, что раппорт данного узора заканчивается накидом, после чего вы вяжете первую и так далее петли раппорта узора. Я же заканчиваю ряд просто петлей симметрии и кромочной. Все четные ряды в этом узоре и в первой его половине, и во второй вяжутся по рисунку. То есть изнаночные петли провязываются изнаночными, лицевые лицевыми, накиды провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, то вы также провязываете все по рисунку. Накиды будете провязывать лицевыми петлями. Я думаю, здесь сложностей возникнуть никаких не должно быть. Я покажу немножечко начала, как это провязывается, что значит вязание по рисунку. Потом я буду пропускать эти ряды и провязывать их за кадром. Итак, второй ряд, кромочная, я ее переснимаю. И вот изнаночная петля, я ее провязываю изнаночной, накид провязываю также открытой изнаночной петлей и таким образом вяжу до конца ряда.
провязывая изнаночные и накиды изнаночными петлями. Третий ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель, чтобы они не получались скрещенными. Далее 1 лицевая петля, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой, вот там, где 5 петель вместе провязывали, это будет у нас центральная петля. Для этого я первые 2 петли переношу на правую спицу, за работой подхватываю первую петельку, а перед работой вторую. Вот таким образом я поменяла их местами и провязываю все 3 вместе одной лицевой петлей. Дальше идет 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, то есть вторая дужка смотреть на меня. И провязываются они вот таким образом. Далее идет накид и 1 лицевая петля. Я провязала раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. Поворотные же ряды заканчиваются лицевой петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная петля. И начинаю вязать раппорт узора. 3 лицевые, 2, 3. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я первую и вторую петли меняю местами и провязываю все 3 петли вместе одной лицевой. Вот так это выглядит. Дальше 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Седьмой ряд. Кромочная петля. И начинаю вязать раппорт узора. 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей, и я провязываю их все вместе одной лицевой. 2 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 2, 3. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Девятый ряд. Кромочная петля, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я по первую и вторую меняю местами, затем все 3 петли провязываю вместе лицевой. 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 4 лицевые петли. 3, 4. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 6 лицевых петель, 3,
4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей и симметрично накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых петель, 3, 4 и 5. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 13 ряд провязывается полностью изнаночными петлями. 14 ряд при поворотном вязании провязывается полностью лицевыми петлями. Если же вы вяжете по кругу, то соответственно изнаночными. 15 ряд полностью провязывается лицевыми петлями. Я кромочную пересняла и весь ряд провязываю лицевыми. 16 ряд я полностью провязываю изнаночными петлями, как смотрит рисунок. 17 ряд будет уже формироваться волна, поэтому он будет поинтереснее. Итак, 17 ряд, кромочную я просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 накид, лицевая петля. Далее 3 раза, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 1 раз, 2 раз и 3 раз. Далее идет 1 лицевая петля и 3 раза провязываются 2 вместе петли с наклоном вправо. 1 раз, 2 раз и 3. Далее вновь идут накиды через лицевую. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 18 ряд здесь также провязывается полностью изнаночными петлями. Накиды также провязываются изнаночной петлей. 19 и 20 ряды провязываются изнаночной гладью, то есть 19 лицевой ряд провязывается полностью изнаночными петлями, как мы вот здесь вязали, а изнаночный ряд провязывается полностью лицевыми петлями при поворотном вязании. Далее 21 и 22 ряд провязываются лицевой гладью, то есть лицевые ряды нечетные провязываются лицевыми петлями, с изнаночной стороны провязываются полностью все петли изнаночными. То есть мы повторяем все то, что провязывали вот здесь только что. В 23 ряду также формируется волна. Кромочная, я ее просто пересняла и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и 3 накид. Дальше идет 1 лицевая петля, 3 раза 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем 1 лицевая петля, 3 раза лицевой с наклоном вправо, 1 раз, 2 и 3. После чего вновь делаются накиды через лицевую, то есть провязывается 1 лицевая петля, 1 накид, лицевая, 2 накид, лицевая,
третий накид. Далее вы продолжаете вязать с 1 по 20 ряд раппорт этого узора. Я же заканчиваю ряд, поэтому провязываю одну лицевую петлю симметрии и кромочную. 25 и 26 ряды это будет изнаночная гладь. То есть в 25 лицевом ряду все петли изнаночные, в 26 изнаночном ряду все петли лицевые. 27 и 28 ряды провязываются лицевой гладью. То есть в 27 ряд по лицевой стороне провязывается полностью лицевыми петлями. 28 ряд, изнаночная сторона полотна, провязывается полностью изнаночными петлями. И вот так выглядит один раппорт этого узора. Естественно, здесь оно у меня на спице, поэтому волну не формирует. Чтобы была волна, петли должны быть закрыты. В этом узоре единственная сложность – это в первом ряду, когда вы провязываете 5 петель вместе. Возможно, в начале вязания не очень хорошо было видно, поэтому я еще раз с вами провяжу первый ряд. И получится, как раз вы увидите переход от раппорта к раппорту, как он выглядит. Итак, я провязываю первый ряд повторно. Кромочная, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Одна лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, одна лицевая петля, накид, одна лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, одна лицевая петля и накид. Далее я провязываю 5 петель вместе. Для этого я первые 3 петли переношу на правую спицу. За работой левой спицей подхватываю первые 2 петли. Аккуратно это все спускаю и перед работой правой спицей подхватываю первую петлю. Далее на правую спицу я надеваю, не провязывая, первые 2 петли и 4-ю, а 5-ю провязываю лицевой, через которую буду поочередно в обратной последовательности перебрасывать не провязанные петли. Сначала идет 4-я петля, затем 2-я петля, 1-я петля и последней 3-я петля, так как она должна быть у меня центральной. Надеюсь, было хорошо видно, ничего пальцами я не закрыла. И продолжаю вязать по схеме. Накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево и накид. Ряд заканчиваю также петлей симметрии и кромочной. Надеюсь, узор вам понравился и 5 вместе петель вас не испугали, и вы обязательно что-нибудь красивое себе свяжете.